постепенно я проник в сознание своей будущей матери. Ох, ничего хорошего меня в физическом мире не ждало. Мир лежал в развалинах после катастрофы. Цивилизации не было. Отдельные группы одичалых людей пытались выживать на помойке, оставшейся после гибели технологической цивилизации. Моя новая мать гордилась своим высоким социальным статусом. Жена вождя. Племя было большим, как я понимаю, более сотни шатров. Сперва я подумал, что пострадавшие люди находятся в местах временного размещения в ожидании помощи. Однако со временем понял, это не временное размещение, никакая помощь не придет. Я влип по-крупному. Во время беременности я как-то потихоньку втягивался в плод. В итоге большая часть меня оказалась в матке. Честно говоря, меня привлекали женщины, но не настолько, чтобы разглядывать их матку изнутри. Зрелище не сексуальное вовсе. И тело — это непонятно что такое, ощущение тесной и неудобной одежды. Роды напоминали изгнание из жилища. Как будто меня изо всех сил изгоняли из чрева матери. Я продвигался узким изогнутым ходом. Меня подхватили и начали тянуть. Они меня поймали. Рванулся обратно, но меня не пустили, и я понял, что попался. Так я вновь родился среди людей. В этот раз черт, или кто там у них ведает судьбой, занес меня в пустыню. Племена варваров выживали как могли, утратив знания, магические способности и технологии. Я родился пятым ребенком в семье вождя. Моя мать была третьей наложницей. Несмотря на примитивное хозяйство и такое же примитивное устройство социума дикарей, структура семьи была крайне сложной и запутанной. Существовали официальные и признанные жены, и параллельно наложницы, не имевшие официального статуса. Кроме того, были признанные и непризнанные дети. Признанные могли претендовать на наследство. Я специально изучал окрестности в поисках хоть каких-то полезных вещей, и так и не понял, что именно они там собирались наследовать. Вообще, детство у дикарей было непростым. Умереть было легче, чем выжить. Тем не менее, я благополучно выжил. Даже умудрился создать зачаток цивилизации. И так вошел в новый виток спирали.